Украина и Россия устроили масштабные параллельные атаки. В США говорят о скором начале дипломатического процесса между Москвой и Киевом, а в Германии занялись делом немецкого депутата, который эксплуатировал политзаключенных Беларуси. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Потеря Угледара. Россияне признают большие потери, украинцы – большие проблемы. Каков план дальше и где уже фиксируют невероятное количество разведывательных дронов РФ? Придется договариваться. В США выражают надежду на то, что Киев и Москва окажутся за одним столом переговоров. Часть этого конфликта придется решать за столом переговоров. Несколько сотен ударных дронов в небе над Украиной и Россией. ВСУ и ВС РФ совершили одновременные пуски БПЛА. Хитрость, новая тактика и куда улетели 20 дронов, вышедшие из строя. Сейчас идет попытка истощить систему ПВО, идет попытка не давать возможности никакой паузы. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Украина и Россия совершили параллельные масштабные атаки дронами. В РФ утверждают, что российское ПВО удалось сбить 113 беспилотников. Заявляется, что большая часть была поражена якобы над Белгородской областью, кроме того, над Курской, Брянской и Воронежской областями. Конечно же, в ведомстве Белоусова уверяют, что потерь нет. При этом украинские СМИ со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины утверждают, что не все так просто, как рассказывают россияне. Ведь, например, в Воронежской области на аэродроме Борисоглебск были поражены места хранения авиационного топлива. Кроме того, по данным украинцев, дроны долетели и до складов с кабами, а также до мест стоянки самолетов Су-35 и Су-34. В это же время в Украину россияне запустили 105 ударных дронов из Орла, Приморско-Ахтарска, Курска, а также из временно оккупированного мыса Чауда, это Крым. В воздушных силах Украины говорят, что сбить удалось 78 единиц. Кроме того, по данным украинцев, 23 дрона были локационно потеряны в результате работы радиоэлектронной борьбы, и один из дронов улетел в сторону Беларуси. О параллельных атаках и их целях, а также тактике россиян мы поговорили со спикером Украинской добровольческой армии «Юг», подполковником запаса, к тому же военным журналистом, который уже более 30 лет отдал службе в ВСУ, Сергеем Братчуком. Если мы говорим о рекордах, а в сентябре нынешнего года поставлен рекорд россиянами по использованию беспилотников, и речь идет прежде всего об ударных беспилотниках типа Шахед-136, 131. Конечно, в этом ключе мы можем вспомнить и беспилотник Гербера, потому что Гербера это тот дрон, который был создан прежде всего для того, чтобы обманывать систему противовоздушной обороны, напрягать ее. Сейчас идет попытка истощить систему ПВО, идет попытка не давать возможности никакой паузы, любой там сутки, двое оперативной для работы ПВО, мобильных огневых групп, ну и, собственно, уже потом использовать ракеты. Дальше. Есть рекорды с украинской стороны. Во-первых, очень интересная статья в отчетах по уничтожению каждые сутки шахедов, которая подходит под грифом локационно потеряны на территории Украины. И ссылка на работу, хорошую работу украинского РЭБа. Но опять-таки, возвращаясь к свежайшему факту, тот момент, когда мы с вами общаемся, 23 беспилотника были посажены или локационно исчезли с помощью украинского РЭБа. То есть они не выполнили свою функцию. Мы видим, как возрастает роль технических средств подавления работы таких шахедов. Ракетой «Атакамс» украинцы уничтожили российскую радиолокационную станцию «Небо-М». Об этом сообщает Генштаб ВСУ, однако не уточняет, где именно произошло это событие. ВСУ лишь говорят, что удар баллистикой по этой станции существенно снижает возможность армии РФ обнаруживать, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели. По данным украинского Генштаба, у россиян осталось всего 10 работающих систем этого типа, а стоимость одной такой системы более $100 миллионов.
Радиолокационная станция «Небо-М» является очень сложным объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. Уничтожение РЛС «Небо-М» создаст благоприятный воздушный коридор для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и Скальп. Напомню, сейчас Украина добивается от западных партнеров разрешения бить дальнобойными западными ракетами по военным объектам на территории РФ. Как вы считаете, является ли уничтожение Неба-М одним из этапов подготовки к подобным ударам? Напишите, пожалуйста, свое мнение в наших комментариях. В США тем временем не дают четких ответов на вопрос, а будет ли снят запрет на использование дальнобойных ракет для ударов по РФ, но намекают и даже выражают надежду, что скоро между РФ и Украиной начнется дипломатический процесс, который, судя по всему, должен привести к завершению войны. Таким мнением поделился первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. И я хотел бы подчеркнуть, что мы, безусловно, крупнейший поставщик помощи Украине. Большая часть этой помощи была доставлена своевременно, и мы помогли с обучением и прочим. В конечном счете, я думаю, есть понимание того, что часть этого конфликта придется решать за столом переговоров, и надежда заключается в том, что в недалеком будущем мы окажемся в ситуации, когда возможен дипломатический процесс. Кроме того, Кэмпбелл говорит, что в США наблюдают за невероятно глубоким партнерством РФ и Китая. Вашингтон удивляет уровень милитаризации РФ и ее способность восстанавливать технику, производить ракеты и беспилотники при помощи Китая, Ирана и Северной Кореи. И это повод для серьезной тревоги, считают в Госдепе США. Кроме того, в Вашингтоне уверяют, что увидели ряд продуктивных шагов в плане победы Украины и по этому поводу будут контактировать с Киевом. Путин не переживет поражение России, считает руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупа Розин. А если Путин поймет, что выйдет сухим из воды, то есть не будет иметь никаких проблем, связанных с последствиями войны против Украины, то может развязать уже глобальный вооруженный конфликт, уверен в Эстонии. Я убежден, что нынешний российский режим должен быть побежден стратегически. Потому что даже если Путин частично преуспеет в достижении своих целей, мы считаем, что он будет продолжать. Так что война в Украине не будет закончена в среднесрочной перспективе, даже если в какой-то момент мы получим замороженный конфликт или что-то в этом роде. Мы должны также понимать, что россияне, по их собственному мнению, уже находятся в состоянии войны с коллективным Западом, в их собственном понимании. Так что я не вижу для нас много вариантов, если мы говорим о долгосрочном разрешении конфликта, кроме как сделать так, чтобы в конце концов победили украинцы. И опять же, думаю, что это на самом деле выполнимо. ВСУ опровергают заявления россиян о массовой сдаче украинских военных в плен при выходе из Угледара. Кроме того, в силах обороны Украины говорят, что вывод войск был организован. В то же время Z-пропагандисты признают, что оккупация города далась большой кровью. В прямом смысле российская армия понесла большие потери как в живой силе, так и в технике. Западная пресса при этом пишет о том, насколько болезненной может быть потеря этого города для Киева. О дальнейших планах россиян и о том, где уже украинцы фиксируют буквально налет российских разведывательных дронов, в интервью «Нехта» рассказал спикер украинской добровольческой армии «Юг». Враг будет пытаться выравнивать здесь линию фронта с выполнением задач разрушения украинской военной логистики для того, чтобы атаковать по, прежде всего, на мой взгляд, Кураховскому направлению. И для этого он будет проводить, соответственно, те действия, на которые сегодня нацелен. Мы говорим, конечно, о Курахово, мы говорим о Цукурино, там очень сложная ситуация, кстати, и Селидово. Вот это основные точки, где враг будет пытаться использовать вновь свою тактику. Тактика сегодня очевидна, это фланговые удары, попытка перерезать тем или иным гарнизоном логистику, как я сказал, ну и, соответственно, добиться или окружения, или вытеснения наших войск из этих населенных пунктов. Ну и Покровск, понятное дело, Торецк тоже остаются в центре внимания. Что касается юга. Временский выступ, Временский плацдарм. Я думаю, что основные усилия россиян будут сосредоточены именно здесь. Мы сегодня уже отмечаем, что там активно
работает вражеская разведка воздушная, там просто кишат беспилотники, которые изучают ситуацию. Центральное разведывательное управление США успешно вербует россиян. Теперь, судя по заявлениям ЦРУ, у них есть хорошие информаторы на территории РФ. К тому же это люди, которые сами вызвались помогать западной разведке. Рейтер пишет, что теперь американская разведка опубликовала инструкции на китайском, фарси и корейском языках на своих аккаунтах в соцсетях, в которых говорится, как безопасно связаться с ЦРУ. Безопасность тех, кто хочет связаться с нами по всему миру, имеет для нас первостепенное значение, и мы хотим, чтобы они делали это максимально безопасно. Наши усилия в этом направлении в России увенчались успехом, и мы хотим, чтобы люди в других авторитарных режимах знали, что мы открыты для бизнеса. Напомню, ранее в ЦРУ призывали россиян к сотрудничеству. Для этого в США была запущена целая информационная кампания, и на официальных страницах Центрального разведывательного управления тогда были опубликованы видеоролики на русском языке. Немецкая прокуратура начала предварительное расследование против немецкого депутата, который имеет успешный бизнес в Беларуси и эксплуатирует политзаключенных. В прокуратуре Лейпцига говорят, что получили заявление о возбуждении уголовного дела против Йорга Дорнау, который является депутатом саксонского парламента от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Напомню, что свой бизнес Йорг Дорнау успешно ведет недалеко от города Лида в Беларуси. По данным Reform News, на луковых плантациях немца работают те, кого режим Лукашенко отправил за решетку по сфабрикованным делам. Немецкий депутат лично проверяет их работу и даже заключил специальное соглашение с Лидским центром изоляции правонарушителей. Работа политзаключенных оплачивалась. В день они получали около 5 евро, и эти деньги должны были пойти в счет их содержания в центре. Друзья, спасибо вам за поддержку. Вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. И мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.